Контент начинается немного раньше, чем я планировал. Придется яйцо снять. Звучит, конечно, интересно. Глянь, как постреляли машину, глянь. От пули это полицейские наклейки, да, размеры? Как всегда, новая машина, новая история. Как много всего. Вот почему. Доброе утро, раннее утро. Мы едем по хайвею, и, по-моему, за нами поехал полицейский. Контент начинается немного раньше, чем я планировал. Нас не догонят. В таком случае нас точно не догонят. Короче, у них какой-то рейд. Но нам это вообще не надо, мы по делам по своим хотим ехать. Они, наверное, знают, что сегодня аукцион, и все спешат туда купить машину. Там есть один интересный вариант, но это не точно. Коля раньше времени, ну не то, что раньше времени, а раньше, чем я это сделать хотел, успел озвучить зачем и куда мы едем. А едем мы на аукцион посмотреть одну Теслу. Мы взяли оборудование, посмотрим, в каком она состоянии, что там за ошибочки. И, возможно, если цена будет хорошая, мы ее купим. А это будет торги как раз вживую, да, идти? А торги будут идти вживую. Пожелайте нам удачи. Дядечка полицейский решил все-таки за нами не ехать. Это дает нам шанс все-таки купить эту машину. Но будем посмотреть. Утро, Одесса. Придется яйцо снять. Звучит, конечно, интересно. Яйцо снято. Так, что-то у нас пока тишина. Питание есть. Машинка открылась, это хорошо. Да, потекший экран маленький у нас тоже имеется. Два ключа. Два ключа, это хорошо. Это сегодня. Так, машина загружается, ждем. Тут есть прикольный чарджер с какой-то другой машины. Удлинитель вместе с Type 1 с коннектором. Полочки, коврики. Слушай, коврики прикольные здесь, да? А у меня нету, кстати, ковриков. Не, хороший салончик, не заюзанный вообще. Чистенький. Салончик вообще классный, отличный просто. Не замурзанная, чистенькая машина. О, здесь еще есть аккумулятор. Правда, не для Теслы. О, крюк есть, все коврики на месте, сеточка есть. Наш бустер все еще борется за питание. Ну, в общем, окей, машину мы посмотрели. Сейчас пойдем на аукцион на живой и попробуем ее поиграть. Если выиграем, то вы это увидите. Здесь у нас ничего интересного нет. Какой-то ножичек лежит, старенький. Как-то так. Ну, в общем, прикольная машина. Проверили машину. Получается, что в машине один хозяин и акцидентов нет. В принципе. Это классно. Ладно, закрываем все, мы уже посмотрели. Вот такой вот автомобильчик. Ну, в общем, посмотрим, как пройдет аукцион. Очень интересно. Так, загрузилась, смотрим. Так, что мы видим? У нас проблема BMS F151. Extended Isolation. Короче, пробой по изоляции вне батареи. Короче, нужно искать пробой по изоляции. То есть это либо хитер батареи может быть, либо компрессор кондиционера может быть. Короче, скорее всего, ошибка по пробою по изоляции внешней, не в батарее. О чем говорит вот эта вот ошибочка у нас. Вот она, External Isolation. Ну, в принципе, это дает нам пищу для понимания, что с этой машиной и как мы ее можем чинить. И это хорошо, что мы взяли с собой диагностическое оборудование. Ошибочка по пробою по внешней изоляции. Я думаю, это, скорее всего, или мотор задний, ну, там всего лишь задний, она одномоторная. Хотя у маленьких моторов обычно не бывает таких проблем, они редко текут, но всякое может быть. Ну, или, более вероятно, это хитер батареи. Ну, если мы ее купим, тогда мы узнаем. Фактически
сутки нам отдали машину на ИФ, то есть мы ее купили, нам по звонку ее должны либо же отдать, либо же не отдать, либо же предложение встречное дать. Машина, в принципе, пока что за нами, ну а как будет дальше, мы будем посмотреть. Если отдадут нам ее за эти деньги, там есть чем заниматься, надеюсь, что там ничего серьезного. Надеюсь просто, что мы выкачаем весь тосол оттуда и вся это замыкание пройдет, короче. Понял? Ну а в худшем случае поменяем мотор. Не знаю, у меня есть там какой-то от стиральной машины, поставим. Какая разница? Главное, что он электрический, а там от стиральной машины или от электрической, они не одинаковые. Да. Ну, на киловаттах почти работает. Да. На киловаттах. 2 киловатта туда, 2 обратно. Еще есть один плюс. У этой машины 2 батареи. А у Вовы 12-вольтовая разряженная. Можно подзарядить и поставить Вове. Вот такой вот был интересный опыт поучаствовать в живом аукционе, не онлайн, а именно в живом. Посмотреть машину, приехать самому, увидеть, в каком она состоянии, пощупать и сразу же ее сыграть. И мы ее выиграли. Надеюсь, что нам ее отдадут и ремонт будет простым. Ну а теперь можно возвращаться. Так, мы приехали в аукцион Одесса. Продолжу историю. Мы как-то, я снимал, купили, с Колей выиграли на аукционе, прямо онлайн, мы на самом аукционе играли и выиграли Теслу 2013 года, перформанс, заднеприводную, серебристую. Мы ее смотрели, там была какая-то ошибка по изоляции. Мы ее выиграли тогда за 9,5 тысяч долларов, но нам ее не отдали. И Саша ее поиграл еще раз, и через неделю мы ее все-таки купили, но уже за 10,5. Все-таки дешевле нам ее отдавать не хотели. Вот мы приехали ее забирать. Сейчас будем надеяться, что нам эту машину вывезут, а не придется ее самим вытаскивать, потому что она не ездит, но у нее есть ключ, это хорошо. Мы взяли с собой нашу Долли, попробуем увезти Теслу на нашей Долли. Самое главное, чтобы ключи были внутри, потому что иногда их воруют. Это будет не прикольно. Глянь, как постреляли машину, Лянь. От пули это полицейские наклейки, да, размеры? Да, смотри. Лянь, вообще. Они могут там внутри же быть, да? Да, Лянь, сколько дырок от пуль. И сюда вот смотри. Вот как оно, да, Двери происходит? откройте, там сиденья нету, сняли. Насквозь, да, насквозь пролетели. И Вот они это вон да. там, смотри, на той двери тоже, вон, видишь, Ага, с ручки. да, тоже. да, Ну, пули так. пробили насквозь дверь. Кино. Ключики у нас на месте. Ключик у нас на месте. Слышь, Коля, а было 2 ключа или 1? Было 2. 1 ключ. Короче, походу 1 ключ все-таки украли. Что, 1 ключ? Да, 1 ключ. Падлы. Да ну вот, если бы они прятали, то зачем бы они прятали? Жаль, что одного ключа нет. А было 2. Да, был. А было 2 ключа. Так, машина у нас загрузилась. Попробуем поставить ее в тоу-мод. Так, ну машина у нас никуда не едет. Послушайте, разблокировались тормоза? Да. Так, машина у нас в тоу-моде. Ну, сейчас будем вывозить. Стреляли жестко, Лянь. На вылет пролетела с той стороны. Разрывная такая, да. Да, конечно, Альфа-Ромео побывала в какой-то передряге. Вывозят нашу машинку. Сейчас самое интересное будет затолкать ее к нам на прицеп. Ничего себе, я сам в шоке. Птичка в клетке. Вчера уже было поздновато снимать, когда мы привезли Теслу, поэтому посмотрим на нее при дневном свете. Хотя уже, в принципе, где-то я снимал. Она в очень хорошем состоянии, она не повреждена. Даже дентов каких-то я на ней не нашел. То есть прям в очень хорошем состоянии. Я ее уже тестировал, когда она еще была на аукционе. Ну как, не тестировал, а диагностировал по-легкому, так сказать. Сейчас я возьму свое диагностическое оборудование, еще раз подключусь, посмотрю, в чем здесь проблема. Но здесь я находил какой-то пробой по внешней изоляции. Сейчас посмотрим. Еще хотел сказать, что компания Tesla категорически запрещает буксировать свои автомобили путем частичной погрузки. То есть вы не можете передние колеса поднять и тащить их на задних колесах, эти автомобили, даже если машина в режиме тоу-мод. Поэтому то, что делали мы вчера, мы ее буксировали на близкое расстояние, а потом перегрузили на другой прицеп и буксировали уже подняв задние колеса. Так как машина была просто заднеприводная, то передние колеса, они как бы не связаны ни с двигателем, ни с чем, и они свободно крутятся.
Но при этом, конечно, нужно зафиксировать руль, чтобы он не поворачивался. Поэтому будьте аккуратны, не буксируйте Теслы на задних колесах, а передние вывешены, потому что это может повредить ваш автомобиль. И даже в интернете мы нашли сведения, что может машина даже загореться. Будьте аккуратны. Так, посмотрим, что у нас тут. Сразу смотрим ошибочки. Вот то, что нас интересует. External Isolation. BMS W151. Вот это основная ошибка, которая нам мешает работать. Естественно, не включаются контакторы. Естественно, нет 12-вольтовой поддержки. Low Voltage Support Fault. И что-то еще по чуть-чуть. Так, что у нас еще здесь имеется? Вот у нас с разомкнутыми контакторами сопротивление изоляции внутри батарейки 3640. Это хороший показатель, правильный. Видим, у нас 350 вольт батарейка, она у нас не разряжена. У нас, сейчас посмотрим, что там на бриках. Хвил статус true, но хвил on false. Но, скорее всего, с хвилом все нормально. Именно система сама вырубилась из-за пробоя по изоляции. Хвил 0 вольт. Номинал full pack energy 70 киловатт. Тут остаточная емкость показывает. Вот разбег по брикам. 367-367. Это отличный показатель. То есть разбег по ячейкам идеальный. Это, в принципе, все, что меня здесь интересовало. Наверное, скорее всего, мы начнем с хитера батареи, потому что бывают такие проблемы с хитером батареи, когда он пробивает на массу. Естественно, пробой по изоляции экстернал, внешний пробой происходит. Но еще могут быть такие причины, как антифриз попал в мотор. Тоже как бы такая же история будет, такая же ошибка. Ну, либо где-то еще что-то по высоковольтной линии. Поэтому, скорее всего, я для начала сниму каверы все под капотом, посмотрю, что там с хитером. И если я не найду там ничего такого, то я сниму заднее сиденье снизу. Там есть High Voltage Fuse Box, типа это такой распределитель высоковольтный. И буду мегамметром звонить и смотреть, где у нас сопротивление по изоляции недостаточно. И посмотрим, что из этого выйдет. Как всегда, новая машина, новая история. Вот такая у нас ситуация здесь в сервис-моде. Тоже те же ошибочки. По BMS External Isolation. Здесь вот старая ошибочка есть, Isolation Degradation, как-то так называется. Ну, в принципе, это как раз то же самое и есть. Возвращаемся к нашей серой Тесле 2014 года, 85-ки, которую мы недавно купили на аукционе. Я уже делал диагностику этой машины и обнаружил, что у нее есть проблема по внешней изоляции. Сейчас я хочу снять заднее сиденье, под которым находится так называемый High Voltage Fuse Box, и буду, используя мегамметр, прозванивать все высоковольтные линии, чтобы найти, где же у нас есть проблема по изоляции. Потому что из этого High Voltage Fuse Box идут высоковольтные линии до DC-DC преобразователя, к чардж-порту и от батареи к мотору. В общем, этот High Voltage Fuse Box, он распределяет высоковольтную линию на разные потребители. Будем искать пробой по изоляции. Мы видим здесь два чарджера. Это 85-ка, но не перформанс, заднеприводная. Однако здесь на борту у нас два чарджера. Сейчас я сниму вот эту раму под сиденьем, чтобы добраться до фьюзбокса. Сниму крышку и буду звонить мегамметром все высоковольтные линии. Перед этим я обязательно скину петлю и отключу аккум на всякий случай, потому что высокое напряжение это опасно. Здесь высоковольтный фьюзбокс выглядит вот так вот. Отличается от 2013 года, уже в 2014 году. Сейчас я возьму мегамметр и буду прозванивать все высоковольтные линии по отдельности. Сначала все вместе, а потом раскручу и буду каждую отдельно. Мотор, батарейку, чардж-порт и DC-DC. Для начала проверю общую линию. Один щуп у меня на массе висит. Один подключу к одному из силовых проводов, который связан мотор и батарея. Включаем тест и видим, что у нас пробой. Подключим на вторую сюда линию. То же самое, видим, у нас пробой. Ну, в принципе, здесь все запараллелено, поэтому будет то же самое. Я сейчас рассоединю мотор, батарею и DC-DC и прозвоню это все по отдельности.
Теперь замеряем все по отдельности. Для начала батарея. Сопротивление у нас 47 мегаом. Следующий. У нас здесь тоже сопротивление 47 мегаом. Тоже в порядке. Теперь берем двигатель. А здесь у нас пробой. Здесь у нас пробой. Второй контакт от двигателя. То же самое. Здесь у нас пробой. Ну, уже понятно, в чем проблема. На всякий случай прозвоним и провода, которые идут на DC-DC. Мы, конечно же, надеялись, что это все-таки окажется хитр батарей, потому что у них часто бывает такая проблема, и они начинают давать низкое сопротивление на массу, на кузов автомобиля. Но, тем не менее, диагностика показала, что у нас проблема с мотором. Скорее всего, антифриз попал внутрь или что-то похожее. В общем, придется снимать мотор и ремонтировать его. Как это мне не хотелось бы делать, но придется. Ради интереса отключил двигатель полностью от High Voltage Fuse Box. И вот теперь у меня контакторы стали клацать. Они клацали туды-сюды, сюды-туды. Но как бы тем не менее DC-DC у меня не включился. Но у меня нет ошибки, которая была раньше. Вот она. External Isolation. Вот она была раньше, а сейчас ее нет. Поэтому как бы это еще раз подтверждает то, что проблема в моторе. Как бы там ни было, диагностика — это самое важное в ремонте не только автомобиля, а вообще чего-либо. И диагностика этой машины сегодня нам показала, что все-таки мы имеем проблему с изоляцией в моторе, в заднем и в единственном в этой машине. А что было видно, когда я подключал мегаомметр, и мы видели, какое там сопротивление, крайне низкое. И я отключил просто силовые провода с заднего мотора. Контакторы стали пытаться включаться, но выбивал ошибку по причарджу, потому что время зарядки предварительной при чардже было слишком коротко. И поэтому система это диагностировала тоже как какую-то проблему. А почему причардж выдавал ошибку? Потому что те большие конденсаторы, которые находятся в инверторе в заднем моторе, они отключены, потому что я отключил силовые линии. И, естественно, причардж система не работает. Она пытается заряжать, как будто бы они есть, а их нет. И она видит, что время зарядки слишком короткое. И система выдает сбой. Поэтому контакторы клацают, но не включаются. И у нас 12-вольтовой поддержки, 12 вольт саппорт, не срабатывает. И DC-DC не дает нам напряжения. Но это так, размышления просто о том, почему так работает. В итоге мы все равно имеем то, что снимаем мотор. Посмотрим, что будет дальше. Про серую Теслу, на которой были проблемы с мотором, ну, вернее, проблемы с мотором на ней так и остаются, но мы решили поменять мотор, потому что мотор в коротком на массу, то есть там пробой по изоляции жесткий. У нас появился донор, поэтому мы раздобыли мотор и наконец-то дошли руки до серой Теслы. Такой вот у нас необычный способ снятия мотора. Мотор снимается здесь с подрамником все вместе. У нас, к сожалению, подъемник только вот такой, платформа. С лапами у нас нет, но что делать? Но мы, тем не менее, вывесили машину в такое вот положение. И с помощью такой вот поднимающей стола, небольшой тележки, мы сейчас открутим подрамник, скинем это все вниз. Мы уже проделали такую же махинацию с другой машиной, с донорской, поэтому должно быть все хорошо. Поэтому сейчас подснимем это все немножечко и покажем, что из этого получится. У нас подрамничек вместе с двигателем. Вот наш донорский двигатель. Сейчас будем его перекидывать сюда. Для начала снимем, немножечко разберем ходовочку, вытащим полуоси и будем гусем вытаскивать его наверх.
закинули в подрамник. В принципе, все готово для того, чтобы устанавливать подрамник обратно на машину. Так что продолжим нашу замену мотора. Подрамник уже на машине. Сейчас соберем все снизу, подключим патрубки, коннектор и займемся программной частью. Загружаем наш автомобиль. Слышно, как помпы заработали и класснули контакты. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Сейчас система загрузится. Ну давай уже, хватит ругаться, давай будем ехать. Кстати, очень интересно, мы сейчас ошибок не видим никаких, да? Так, мы сейчас Railon не включим, надо сначала Tow Mode выключить. Давай. Railon включился. О, ошибочки появились какие-то. Как много всего. HV мотор энкодер. Мы энкодер поставили на место? Нет. Вот почему она не едет. Забыли подключить коннектор энкодера, но я уже увидел ошибки по версии Mismatch. У нас должно не совпадать программное обеспечение в этом новом двигателе, потому что он с другой машины, которая 60-ка, там 350-вольтовая система. Поэтому, скорее всего, нам придется делать редеплой по драйв-инвертору. Ну, в принципе, в общем, CAN редеплой. Поэтому сейчас посмотрим еще раз ошибочки и, наверное, запустим редеплой. Вот мы видим версию Mismatch, драйв-инвертор, версию Mismatch. Будем подшивать мотор. Так, у нас здесь происходит апдейт, потому что машина как раз запросила, сервер предложил апдейт, и как бы мы не будем делать редеплой, мы просто сделаем software апдейт. Ну и заодно он подошьет и наш драйв-инвертор. В общем, software апдейт в процессе, ждем. Так, машинка у нас обновилась, и у нас тут что по ошибочкам? Он пишет, что кулант, нужно долить куланта, и Park Assist Failure. Ну, понятно, что там датчики партроников отключены передние. Включаем машину. Есть. И пробуем ехать. Машина стоит на башмаках, потому что мы на подъемнике на платформе. Но, тем не менее, она пытается ехать. То есть, драйв-инвертор подвязался, и у нас машина поехала. Мы теперь сейчас ее соберем немножечко здесь по салону, поставим еще кое-какие кавера и выйдем на первый тест-драйв. Настало время для небольшого тест-драйва. Машинку мы уже собрали, салон собрали, там еще снизу один кавер осталось поставить, но я хочу перед этим проверить уровень масла в редукторе. А сейчас поедем немного прокатнемся и заедем на моечку, наверное. Ошибочек у нас никаких нету, поэтому начнем двигаться. Машина у нас достаточно долго стояла, ждала мотора, поэтому это ее первый выезд за, наверное, месяца 2-3. Мы еще ее, по-моему, зимой купили. Ну, не зимой, а когда еще было холодно, снег, я помню, был. Бывает такое, что машинка стоит какое-то время, но, тем не менее, теперь все отлично, едем. У этой машины есть Highway автопилот, он включен сюда, в пакет. То есть первый автопилот здесь работает, сейчас мы чуть позже его проверим. Вот как раз наше место, рельсы, где хорошо слышно ходовку. Но я вроде бы ничего такого не услышал, ничего не гремит, по-моему, с ходовкой все в порядке. Так что за подвесочку можно не переживать, я думаю. Диски у нас все еще остаются немного ржавые, потому что машина не ездила и стояла у нас и какое-то время на аукционе. Поэтому при торможении слышно, конечно, как они еще притираются. Но я думаю, это вопрос очень быстро решится. Буквально несколько поездок и диски очистятся от ржавчины. Есть такая вот проблемка на экране, то есть маленький экран потек. Конечно, эстетически это выглядит не очень, поэтому мы его обязательно заменим. А в остальном машинка очень бодренькая, едет отлично. Это у нас не перформанс-версия, это просто 85-ка заднеприводная, но тем не менее 15-й год, ой, обманываю, 14-й год. Но здесь уже ручки стоят следующего поколения,
Поэтому и салон здесь, кстати, очень приятный. То есть он такой черный, в очень хорошем состоянии. Вообще не замурзанная машина. Отличная. Приехала к нам практически чистая. Мы даже ее не детейлили. Я буквально немножечко тут все протер, и стало классно. Хотел съездить на моечку, но вот все, небо насупилось и начался дождь. Поэтому, наверное, на моечку я поеду либо попозже, либо завтра. Потому что не хочется помыть машину и сразу попасть под дождь. Ошибочек у нас никаких нет. Единственная, машина просит добавить карту для оплаты суперчарджера. Но опять же, это уже будет делать новый владелец, не мы. Попробуем ускориться немного. Это не перформанс-версия, но тем не менее ускоряется очень-очень бодро. Я думаю, с этим проектом у нас все получилось. Единственное, я заменю здесь маленький экран, и машина будет опять же ждать своего нового владельца. Автопилот у нас работает. У нас на машине 71 тысяча миль, то есть пробег очень небольшой. Но машина действительно в хорошем состоянии. Ничего не гремит по подвеске, никаких посторонних шумов в салоне. Очень приятненько ехать. И автопилотик, конечно, тоже радует, который пусть и хайвей автопилот, но точно совершенно не лишний. Вот такие у нас покатушки небольшие. Жаль, меня немного дождик напугал. Ну ничего, я помою машину и сниму ее снаружи. Все, можно ничего не делать, расслабиться. Машина едет сама. Почему бы и нет?